Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Татьяна, и в этом видео пятая заключительная часть мастер-класса ажурного укороченного жакета болеро крючком. В этой заключительной части мастер-класса мы выполним обвязку краев жакета и низа рукавов. После провязывания плечевого соединения я не стала обрезать нить, и обвязку краев жакета начну с этого места. Для начала нам нужно обвязать края жакета столбиками без накида по всему периметру. Провязываем воздушную петлю и вяжем столбик без накида. Под столбик с одним накидом вяжу 2 столбика без накида. И опять 2 столбика без накида под петли подъема. Где соединение 1 столбик без накида. Под столбик с одним накидом вяжу 2 столбика без накида. Где вязала одну воздушную петлю подъема, в это место 1 столбик без накида. И опять 2 столбика без накида. Где было соединение, свяжу 1 столбик без накида. Вновь 2 столбика без накида под петли подъема. Вершину соединения 1 столбик без накида. Далее под столбик с одним накидом опять 2 столбика без накида. 1 столбик без накида вместо соединения. И 3 столбика без накида под столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Далее 2 столбика без накида. И так продолжаем. Главное, чтобы край изделия не был стянут и не был растянут. Распределяйте петли относительно своей плотности вязания. Продолжаем. Сейчас довяжем до бортов, до разворота и покажу, как выполнить обвязку в уголочках. Итак, довязываю края горловины и буду переходить к обвязке бортов жакета. Связала столбик без накида под арочку, вяжу вершину столбика под арочку, вершину столбика. И так довязываем до уголочка, равномерно распределяя петли. Довязали до уголочка, свяжу в крайнюю вершинку 2 столбика без накида. 1, 2. Под крайний столбик с одним накидом борта свяжу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И продолжаем прямую обвязку. Вместо соединения 1 столбик без накида. Под петли подъема 2 столбика без накида и так далее. Вот такой уголочек образовался. Давайте свяжем до нижнего края борта жакета и вместе свяжем нижний уголочек. Итак, довязала до нижнего уголочка, до ряда со столбиками с одним накидом и одной воздушной между ними. И под крайнюю ячейку свяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую ячейку 2 столбика без накида. Вот такой разворот и краешек получаются. И далее вяжем по 2 столбика без накида под каждую ячейку. 1, 2, 1, 2. Один, 2 и так далее. Провязываем самостоятельно, вяжем до выреза горловины спинки и там встретимся. Так, я связала до выреза горловины спинки, вот провязала плечевое соединение.
И далее под каждую арочку будем вязать по 2 столбика без накида. 1, 2, 1, 2, 1, 2. И так до середины спинки. Здесь у меня серединка горловины спинки. Один столбик без накида связала под арочку, вяжу второй. И в центр свяжу дополнительный столбик без накида между элементами. И вновь по 2 столбика без накида под каждую арочку. 1, 2 и так далее. Довязываем. Связала до места начала вязания, под крайнюю арочку провязываю 2 столбика без накида и завершаю ряд при помощи соединительной петли в воздушную петлю подъема. И приступаем к следующему ряду. 1 воздушная петля, столбик без накида в это же место. 4 воздушные петли. Пропускаем 1, 2 и в третью петельку вяжем столбик без накида. Повторяем 4 воздушные петли и в третью петельку столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, в третью вяжем столбик без накида. И прежде чем вы свяжете этот ряд до конца, я хочу вам рассказать о некоторых нюансах, которые вы должны учитывать при вывязывании этого ряда. Итак, для того, чтобы выполнить равностороннюю обвязку краев изделия, нам нужно соблюсти симметрию. Следующий завершающий ряд обвязки будет состоять из элементов, которые будут расположены на 2 вот таких арочках. То есть число арочек должно быть кратно 2 и симметрично соответствовать правой и левой сторонам обвязки. Вот, например, на верхнем уголочке элемент будет расположен на 2 угловых арочках. И до нижнего уголочка число арочек должно быть кратно 2. Вот до этих 2 угловых арочек. Получается, от этой арочки до этой арочки должно быть четное количество арочек. Соответственно, это количество арочек должно совпадать с противоположной стороной. То есть количество арочек с правой и с левой стороны бортов одинаково. Также и по вырезу горловины от угловой арочки до следующей угловой арочки количество арочек, делимое на 2. И дополнительно следим от угловой арочки до серединки спинки с одной стороны, для удобства я повесила маркер, и от серединки до угловой арочки с другой стороны количество арочек должно быть равным. То есть и от плечевого соединения до уголочка количество арочек одинаково с количеством арочек с другой стороны от уголочка до плечевого соединения. И также по спинке от плеча до маркера число арочек равно другой половинке. По нижнему краю от угловой арочки с одной стороны до угловой арочки с другой стороны число арочек кратное 2. Что делать, если у вас получается небольшое отклонение? Можно подогнать количество арочек под необходимое соответствие, провязав арочки не через 2 пропущенные петли, а, например, через 1 петлю или наоборот через 3 петли, в зависимости от ситуации. Вот у меня при обвязке горловины спинки получилась подобная ситуация, и я подогнала количество арочек под необходимое значение. Вязала арочки через 2 пропущенные петли, через 2, а здесь связала через 1 петлю. Итак, продолжаем вязать арочки, довязываю до уголочка.
4 воздушные петли, прикрепляемся в третью петлю, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, третью вяжем столбик без накида, 4 воздушные петли, третью петлю столбик без накида, 1, 2, 3, 4, в третью петлю столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида, 4 воздушные петли, столбик без накида в третью петлю. В уголочке следим за тем, чтобы столбик без накида между двумя угловыми арочками располагался по центру. Здесь мы вязали 2 столбика без накида на верхней части и 3 столбика без накида уже с боковой части. Всего получается 5 петель. И желательно, чтобы столбик без накида между арочками попадал в третью центральную петлю. Можно заранее посчитать и подогнать. В нижнем уголочке то же самое. Вязали в ячеечку для поворота 5 столбиков. И вот столбик без накида между угловыми арочками провязала в третью центральную петлю. Закончила ряд, провязав соединительную петлю вместо начала вязания, куда мы вязали одну петлю подъема и столбик без накида. Вяжем завершающий ряд обвязки. 1 воздушная петля и под первую арочку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арочку 2 столбика без накида. 1, 2, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И в третью петлю 1, 2, 3 вяжем соединительную петлю. Одна воздушная петля. Вновь разворачиваем вязание. Под арочку из 4 воздушных петель вяжем 1 столбик без накида и провязываем первое пико. 3 воздушные петли. Прикрепляемся за одну ниточку соединительной петлей. Между пико 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем второе пико. 3 воздушные петли. Соединительная петля в основании. Петельку подхватываю за одну ниточку. 2 столбика без накида. 1, 2 и третье пико. 3 воздушные петли. Соединительная петля в основании и завершающий столбик без накида под эту же арочку. В нижнюю арочку нам нужно провязать еще 2 столбика без накида. В начале вязания 2 столбика и в конце тоже 2 столбика. Вот мы провязали один раппорт обвязки. И далее повторяем. 4 столбика без накида под первую арочку. 1, 2, 3, 4. 2 столбика без накида под вторую арочку. 1, 2, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Прикрепляемся соединительной петлей в третью петельку. 1, 2, 3. Соединительная петля. 1 воздушная петля и поворачиваем вязание обратно. Столбик без накида под 4 воздушные петли. Вяжем первое пико. 1, 2, 3. Соединительная петля в основании. 2 столбика без накида. Второе пико из 3 воздушных петель. Соединительная петля.
2 столбика без накида и третье пико. 1, 2, 3, присоединяемся. Столбик без накида. Как и в начале, перед первым пико. Заканчиваем раппорт 2 столбиками без накида в нижнюю арочку. И вновь 4 столбика без накида под первую арочку. 1, 2, 3, 4. 2 столбика без накида под вторую арочку. 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание, прикрепляемся в третью петельку. 1, 2, 3 соединительная петля. 1 воздушная петля. Возвращаемся в начальное положение. Столбик без накида. Пико из 3 воздушных петель. 2 столбика без накида. Второе пико из 3 воздушных петель. 2 столбика без накида. Третье пико из 3 воздушных петель. Завершающий столбик без накида под эту арочку и 2 столбика без накида под нижнюю вторую арочку. И так продолжаем по всему периметру. Закончила третий ряд обвязки соединительной петлей вместо начала вязания под воздушную петлю подъема. Аналогичным образом обвязала края рукавчиков. При желании можно пришить несколько пуговиц к верхнему краю борта жакета к фестонам обвязки, чтобы зафиксировать полочки жакета. Если этот мастер-класс был для вас полезен, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы я поняла, что вам интересны подобные мастер-классы. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам воплощения творческих идей и желаний. До скорых встреч!